Дорогие друзья, сегодня мы с вами рассмотрим и научимся вязать потрясающее плетение по вашим многочисленным просьбам. Пряжу я использую полушерсть 390 метров в 100 граммах. Крючок у меня номер 3. Не забывайте писать в комментариях, что у вас получилось, ставить лайки и приступим. И, дорогие друзья, давайте, прежде чем приступить к началу работы, я два слова расскажу о раппорте, о наших узорах. Раппорт ширину и высоту. Шапочка с косой, я повторюсь, у нас на английском языке, и вы ее сможете без проблем связать, начав вязать сам узор, и уже макушечку вы по уроку свяжете. Ссылочка под видео. Также будет у меня мастер-класс по выполнению этого плетения или косы поворотными рядами, потому что в этом и в этом случае мы вяжем с вами круговые ряды. Здесь это будут поворотные ряды. Как только выложится видео, я сразу сюда под этим видео дам вам ссылочку. И поближе давайте теперь рассматривать нашу повязку. По многочисленным просьбам мы рассмотрим с вами выполнение вот такого потрясающего плетения. Начнем мы с эластичного набора. Подробно рассмотрим, как выполнить эластичный набор, как замкнуть в кольцо и начать выполнение нашего изделия. Посмотрим, как совместить плетение. Сразу должна сказать, что плетение само располагается на 28 петлях, но начинаем мы с 18 петель, на которых располагается наше плетение, и затем добавляем петли. Ну, в нашем случае это, естественно, столбики. Смотрите, у нас с вами в работе, в нашем изделии, мы используем одно плетение и другое. Ну, то есть не другое, а два, скажем так, таких красивых плетения. Вы можете сделать одно плетение и все заполнить резиночкой. Можете сделать, как я. И мы с вами не только научимся выполнять наше плетение, но и рассмотрим, как оно сочетается с резиночкой. Резиночка у нас 1 на 1, то есть раппорт в ширину 2 петли. Но для того, чтобы красиво смотрелось, у нас будет нечетное количество петель, то есть один столбик еще или одну петелечку, можно так сказать, мы с вами добавляем для симметрии. И именно за счет вот этой резиночки, за счет количества столбиков, ну или петель, можно так сказать, да, вы будете регулировать именно величину вашего изделия. Можно сделать больше, можно меньше. И, как я сказала, можете вообще сделать одно плетение, а все остальное сделать резиночкой. Все зависит от вас. И давайте повторим. Значит, у нас плетение, которое располагается всего на 28 петлях или столбиках. Начинаем мы с 18, затем добавляем 10 столбиков. Резиночка у нас 1 на 1, это раппорт в ширину 2 петли, и для симметрии мы добавим еще одну петелечку. Раппорт в высоту нашего плетения всего лишь 4 ряда. Вяжется круговыми рядами, вяжется, я бы сказала, просто, если вы будете шаг за шагом все повторять. Присоединяйтесь и начнем выполнение. Начинаем выполнение с эластичного набора петель. Я покажу, как это делается. Смотрите. 1, 2, 3, 4 воздушные петелечки подъема. 3 воздушные петли у нас будут заменять с вами столбик с накидом, и воздушная петля будет заменять воздушную петлю при выполнении патентного столбика. Что мы делаем дальше? Накид на крючок. Я ввожу крючок в воздушную петлю и выполняю патентный столбик с накидом. Смотрите, как я делаю. Провязываю воздушную петлю и далее провязываю столбик с накидом.
накид. И теперь смотрите, я ввожу крючок в воздушную петлю, но при этом захватываю 2 нити петли. Вот таким образом. Опять провязываю воздушную петлю и завершаю выполнение столбика с накидом. Точнее, его выполняю. Давайте выполним накид. Ввожу крючок воздушный, вот 2 нити захватываю, это очень важно. У нас тогда не вытягивается петелечка, не будет дырочки, хотя можно и так делать. И получается более аккуратно, мне так больше нравится. Провязываю и завершаем выполнение столбика. Еще раз накид, ввожу крючок, захватываю 2 нити. Провязываем. И вот такая красота у нас с вами получается. Эластичный набор. Из столбиков с накидом. И еще раз ввожу крючок, захватываю 2 нити. И патентный столбик с накидом. Вот такая красота. Видите, внизу образуется красивый, аккуратный такой рубчик. Я покажу. У меня уже выполнен вот образец. Видите, очень эластично, великолепно смотрится резиночка, держится, дырочек нету. И вот для таких изделий, эластичных шапочек, он просто, ну, я бы сказала, незаменим. Мы с вами будем рассматривать разные эластичные наборы, но в этом случае я использовала этот набор. Таким способом мы с вами должны выполнить, ну, точнее набрать 106 петель. Смотрите, одну петлю у нас заменяет петелечка подъема. Далее мы выполняем 104 столбика, это будет 105 петель, и 106 столбик мы с вами выполним, соединив наши края. Что мы с вами делаем? После того, как мы выполнили все наши столбики с накидом, кроме последнего, обязательно смотрите, чтобы у нас не перекрутилась наша основа, да, наши столбики. Я повторю, что я выполняю образец, количество у меня намного меньше, и ваше количество также может отличаться от моего, не 106 быть, а немного другое. Я показываю, как завершить, выполняю накид и ввожу крючок, как обычно, да, захватывая за 2 нити, вот таким образом. Провязываю и теперь ввожу крючок, мою первую самую петлю. Вот она, видите? Вот таким образом, как бы с изнаночной стороны. Захватываю нить и сразу же провязываю мою воздушную петлю. И далее завершаю выполнение столбика с накидом. Вот таким образом. Все, моя 106 петля, точнее, готова. Далее я завершаю выполнение кругового ряда, ввожу крючок в воздушную петлю подъема и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. Очень аккуратненько получается, красиво. И видите, да, вот такой эластичный, красивый набор у нас с вами получился. И теперь мы с вами будем выполнять ряд, при этом распределяя наши петли под резиночку и наши красивые объемные плетения. Приступим к работе. И прежде чем продолжить, еще раз мы с вами поговорим о распределении наших петель. Очень внимательно смотрите, я начинаю работу с резинки. Причем, видите, буду выполнять, вот я специально ниточку оставила, потому что у меня абсолютно не видно моих переходов. Видите, да, вот резинка моя, абсолютно не видно переходов. Вот переходы
я выполняю. Далее еще резиночка у меня идет, и только вот начинается выполнение моего плетения. Мы все с вами это обговорим. Опять же, повторюсь, мы совмещаем два узора. Это резинка 1 на 1 и плетение, которое расположено на 28 петлях. То есть вот здесь 28 петель. Но начинаем мы с меньшего количества. И теперь очень важно, что мы запоминаем, что начинаем с резиночки. Далее наше плетение изначально будет располагаться, вот хорошо видно, на 18 петлях, и дальше я буду добавлять. Тогда это будет очень красиво смотреться и гармонично. Плетение не будет, скажем так, фалдить, и очень объемно и интересно смотреться. Далее я выполняю резинку. Резинка у меня, повторюсь, 1 на 1, то есть раппорт ширину у меня 2 петли, но мы выполняем с вами нечетное количество. У меня это 35 петель. Почему нечетное количество? Потому что, смотрите, вот начинается резиночка, да, вот одна петля, вторая, одна петля, вторая. И для того, чтобы была симметрия, я добавляю еще один столбик. Повторюсь, у меня 35 петель. Именно за счет этих петель и этой резиночки вы можете или увеличить полотно, или наоборот сократить. То есть все зависит от вашей плотности, от вашей пряжи. Вы можете добавить, убрать, вот именно играя на вот этом расстоянии. Потому что коса наша, для того, чтобы она была красивой, вы ничего здесь не поменяете. Оставите все, как я вам буду показывать. А именно на резиночке вы будете или увеличивать, или оставлять так, как у меня. И начнем выполнение нашего подготовительного ряда. Будем распределять наши петелечки под узоры. Начинаем выполнение с вогнутого столбика без накида. И я буду повторяться. Мы выполняем с вами резиночку. 2 воздушные петли подъема. Далее накид на крючок, я выполняю выпуклый столбик с накидом. Далее вогнутый столбик с накидом. И теперь приступлю к выполнению нашего плетения. Наше плетение в данном случае находится на 18 петлях. Далее мы добавим 10 петель, и вообще сама коса располагается на 28 петлях. Я буду это повторять. Я думаю, что будет нам сейчас все понятно. Что мы делаем? Мы выполняем 2 выпуклых столбика. И далее 2 вогнутых. Раз, 2. Так повторяем 4 раза. Это первый раз. Далее раз, это у нас с вами второй раз. Это третий. 2 таких и 2 таких столбика. То есть мы с вами вяжем рельефные столбики с накидом. Раз, 2, 3. Далее 4. Раз, 2.
И еще 2 столбика у нас с вами выпуклых. Вот смотрите, у нас получается здесь 18 петель. То есть наша основа для нашего большого плетения готова. Напоминаю, это идут подготовительные ряды. 18 петель. Далее у нас с вами начинается резиночка 1 на 1. Один столбик вогнутый, мы всегда начинаем с вогнутого, и выпуклый. И так продолжаем выполнять 35 наших петелечек. Вогнутый и так далее. И смотрите, после того, как мы выполнили с вами подготовительный ряд для плетения, я выполнила 35 петелечек резинки. Напоминаю, у вас может быть абсолютно другое количество. И далее опять повторюсь, я приступаю к выполнению основы для моего плетения. Поскольку я работаю с образцом, количество, естественно, на резиночку, количество столбиков или количество петелечек я оставила маленькое. Повторюсь, у нас 35. Заканчиваем мы нашу резиночку всегда изнаночным столбиком для симметрии. Видите, вот здесь получается изнаночный, здесь для того, чтобы красиво у нас и аккуратно смотрелись наши плетения. И теперь приступим к выполнению второго плетения. Точно так же, как мы выполняли с вами первое. Все то же самое. Наши столбики, 2 выпуклых, 2 вогнутых. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. И я покажу, как завершить наш ряд. То есть все точно так же, да, как мы выполняли здесь. И прежде чем продолжить, опять же покажу повязочку. Я выполнила второе плетение, выполнила столбики резинки. Вот до нашего начала. Покажу, как завершить, начать выполнение следующего ряда. И напомню, что вы потом можете себя проверить. У вас должно получиться 35 петелечек резинки с одной стороны, ну и соответственно с другой. И я показываю, как завершить ряд. После того, как я выполнила выпуклый столбик, я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. И ряд я буду теперь всегда завершать и начинать одинаково. Следующий ряд я захватываю нить, выполняю вогнутый столбик без накида, 2 петли подъема, выпуклый столбик и вогнутый. И далее смотрите, что мы делаем. Теперь мы с вами будем добавлять наши петли, чтобы наше плетение располагалось на 28 петлях. Как мы это делаем? Накид. Над первым столбиком выпуклым я выполняю 1. И сюда же ввожу крючок, выполняю 2. То есть 2 выпуклых столбика. Далее накид. И над следующим точно так же. 1, 2. Вогнутые столбики у нас остаются без изменений. Просто их провязываем. 1 и 2. Вот таким образом. Далее продолжаем работу над выпуклыми. Выполняем 1, 2. И над следующим 1, 2. Далее 2 вогнутых.
Раз, два. Далее выпуклые. Раз, два. Здесь все очень просто. Я провязываю для тех, кто впервые вяжет араны. Может, не совсем понятно, но я думаю, что тут разберется, даже если вы ни разу не вязали, а решили связать себе такую красоту. И продолжаем. Над вогнутыми вогнутые. Раз и два. Далее у нас идут выпуклые. Раз и два. И еще раз. Раз и два. Далее у нас вогнутые. Раз и два. И у нас последние два столбика нашего плетения. Выполняем то же самое. Раз и два. И раз и два. Вот смотрите, видите, я добавила петли. Получилось очень красиво, аккуратно, гармонично. Можете пересчитать. У нас должно получиться 28 петелечек. И дальше я продолжаю выполнять резинку 1 на 1. Тут, смотрите, мы ничего не будем менять. Мы над вогнутыми столбиками будем вязать вогнутые, над выпуклыми выпуклые. То есть здесь все очень просто. Провяжем второе плетение точно так же. Давайте резиночку, я буквально, вот смотрите, вогнутый и выпуклый. Далее мы опять же провязываем точно такое плетение, вяжем дальше резиночку, и я покажу, как завершить ряд. И будем переходить уже непосредственно к раппорту в высоту нашего плетения. Это у нас с вами были подготовительные ряды. Я завершаю выполнение кругового ряда. Ввожу крючок во вторую воздушную петелечку, выполняю соединительную. И я повторюсь, мы провязали с вами плетение, потом резиночку, потом еще одно плетение и опять резиночку. И завершили наш ряд. У меня образец, я теперь буду вам показывать просто выполнение плетения. И повторюсь, вы выполняете непосредственно плетение, резинку, опять плетение и опять резинку. То есть все, как мы с вами договаривались, как мы распределили петли. И напоминаю, что количество именно петелечек в резинке у вас может быть не такое, как у меня. Больше или меньше. Я буду повторяться в течение урока. Я думаю, что разберется даже начинающая рукодельница, если будет повторять и внимательно слушать. Мы продолжаем. И теперь очень внимательно. Я приступаю к выполнению первого ряда раппорта в высоту моего узора. Начинаем опять же, как я и говорила, столбик без накида вогнутый, 2 петли подъема, выпуклый столбик и вогнутый. Это мы резиночку с вами выполняли. И теперь наше плетение. Смотрите, раппорт в высоту всего лишь 4 ряда. Великолепно вяжется, очень легко запоминается. Просто будьте внимательны. Один раз
Один раппорт в высоту вы выполните и дальше запомните, и будет очень-очень легко вязаться. Я выполняю 4 накида на крючок. Приступаем к выполнению вот первого ряда, да, нашего плетения. Первого ряда раппорта в высоту. 4 накида. И теперь смотрите, я пропускаю все мои 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть и выпуклые, и вогнутые столбики. Над следующим столбиком, это у меня 4 выпуклые, я буду провязывать 4 столбика с 4 накидами выпуклые. Выполняем. 1, 2, 3, 4 и 2 вместе. Первый готов. Далее 1, 2, 3, 4 над следующим. Хорошо подтягивайте. Все столбики у вас должны быть, давайте я повторю, все столбики у вас должны быть одинаковой высоты, все должны быть аккуратные. И провязываем. 1, 2, 3, 4 и 2 вместе. 1, 2, 3, 4 над следующим. Провязываем. 1, 2, 1, 2, 3, 4 и 2 вместе. И еще раз. 1, 2, 3, 4 и 2 вместе. Выполнили. Видите. Далее 2 воздушные. И теперь мы возвращаемся к нашим пропущенным вот этим 4 столбикам. 4 накида на крючок. 1, 2, 3, 4. Я ввожу крючок под первый столбик и буду выполнять 4 выпуклых столбика с 4 накидами. Беру поудобнее и вяжу. 1, 2, 3, 4 и 2 вместе. Вот видите начало моего плетения. Далее 1, 2, 3, 4. Следующий. 1, 2, 3, 4 и 2 вместе. 1, 2, 3, 4. Следующий, опять же, обхватываем. Видите, да, выпуклый. Не спешите. 1, 2, 3, 4 и 2 вместе. Видите, у меня где-то ниточка слетает. Я думаю, что у вас все получится. Просто будьте внимательны. 1, 2, 3, 4 и не спешите. И 2 вместе. Все, смотрите, какая красота. Наше плетение с вами готово. Такое переплетение, да? Само плетение еще, конечно же, не готово. Мы только начали его выполнять. Далее 2 вогнутых столбика. 1, 2. Далее точно такое же переплетение. 4 накида. 1, 2, 3, 4. Я пропускаю 6 петелечек и над следующим столбиком вяжем. 1, 2, 3, 4 и 2 вместе. 1, 2, 3, 4 над следующим. То же самое. 1, 2, 3, 4 и 2 вместе. 1, 2, 3, 4 над следующим. Считаем. 1, 2, 3, 4 и 2 вместе.
И продолжаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре и 2 вместе. 2 воздушные. И теперь возвращаемся к нашим столбикам. Раз, два, три, четыре. Я все провязываю. Если вы будете повторять, у вас все получится. Ничего сложного нет. Раз, два, три, 4, 2 вместе. И как раз попрактикуйте вязать высокие столбики с 4 накидами. В данном случае они выпуклые. Второй столбик. Раз, два, три, 4 и 2 вместе. Раз, два, три, 4. Провязываем. Раз, два, три, 4. И еще раз. Раз, два, три, 4. И раз, два, три, 4, 2 вместе. Останавливаемся и смотрим. Вот и наши 2 красивых переплетения уже готовы, видите. Но сама коса еще не готова. Что мы дальше делаем? Дальше мы выполняем 2 вогнутых столбика. Раз, два. И 2 выпуклых. Ой, прошу прощения, 4 выпуклых столбика. Видите, да? Конечно же, 4. Раз. Все столбики у нас просто идут с накидом. 2, 3 и 4. И я продолжу выполнение. Покажу, что у меня получилось, но я продолжу выполнение. Смотрите, выполню несколько столбиков резинки. У нас всегда резинка теперь будет одинаковая. То есть узор не меняется, над вогнутыми вогнутые столбики, над выпуклыми выпуклые. Здесь ничего сложного нет. Все, вы далее продолжаете, а мы с вами смотрим, что у нас получилось. Вот такая красота у нас получается. Объемный, очень красивый узор, плетение, коса, называйте как хотите. И я завершу выполнение ряда вместе с вами. Напоминаю, вы выполняете самостоятельно резинку, потом еще точно такое же плетение, с другой стороны резиночку, и мы завершаем выполнение ряда вместе с вами. Я завершаю выполнение моего ряда, ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. И напоминаю, мы с вами выполнили первый ряд раппорта в высоту нашего плетения. Всего у нас раппорт в высоту 4 ряда. Я это буду повторять. Мы приступаем к выполнению второго ряда раппорта в высоту. Вогнутый столбик без накида, 2 петли подъема. Я здесь немножко быстрее буду вязать. Здесь у нас с вами все без изменений. Раз и 2 выполнили. И теперь смотрите очень внимательно. Мы с вами будем над выпуклыми столбиками вязать выпуклые, над вогнутыми вогнутые. Но будут столбики у нас с накидом. Как мы это делаем? Смотрите, я выполняю раз, здесь очень внимательно, раз. Все столбики у меня с накидом идут. 2, далее 3 и 4. 4 выпуклых столбика. Далее у нас с вами идет арочка из 2 воздушных. Не потеряйте ее, не пропустите. Над ней я выполняю 2 столбика с накидом просто. Раз и 2. Далее опять у меня 4 выпуклых столбика. Считаем. Раз, 2,
3 и 4. Далее идут вогнутые столбики, видите, 2. Я над ними выполняю вогнутые. Все столбики, напоминаю, у меня с накидом. 1 и 2. Выполнили. Далее выполняем выпуклые и считаем. 1, 2, 3, 4. Выполнила 4. Далее у меня опять же арочка, 2 столбика с накидом под арочку. 1, 2. То есть мы все повторяем, как и здесь. Видите, да, ничего сложного, все без конца повторяется. И далее опять 4 столбика выпуклых. 1, 2, 3 и 4. Выполнили. Далее 2 вогнутых. Они у нас с вами по рисунку идут, да? 1 и 2. И у нас идут выпуклые столбики. Над ними тоже выполним 4 выпуклых. Здесь все очень просто. 1, 2, 3, 4. И я начну выполнение резиночки, как обычно, и мы остановимся, потом посмотрим, что у нас получается. Здесь все без изменений. Рельефные столбики идут. Вы просто их провязываете. Здесь все видно. В принципе, считать ничего не нужно. Просто аккуратненько провязываем. Вот таким образом. И теперь смотрите, я останавливаюсь и показываю, что у меня получилось. Напоминаю, мы с вами выполняем второй ряд раппорта высоту нашего суперплетения. Я завершаю выполнение второго ряда раппорта высоту, ввожу крючок во вторую воздушную петлю, соединительная, мой ряд завершен. И я могу приступить к выполнению третьего ряда раппорта высоту. Начинаем мы с вами, как обычно, с вогнутого столбика без накида. Хочу подчеркнуть, смотрите, видите, абсолютно не видно наш переход. Получается аккуратный и красивый. 2 воздушные петли подъема. Далее наши столбики резинки. И теперь смотрите, я над моими 4 столбиками выполняю 4 выпуклых столбика с накидом. 1, 2, 3 и 4. Все очень просто. Выполнила. Далее у меня идут 2 столбика, над которыми я буду выполнять 2 вогнутых столбика. Первый вогнутый и второй. Ничего сложного. И теперь дальше мы с вами будем выполнять плетение. Оно будет похоже на это, но немножко отличаться. Смотрите, что мы делаем. 4 накида на крючок, то есть однозначно это будут столбики с 4 накидами. Пропускаем 6 вершинок. Я ввожу крючок и, как и ранее, выполняю мои 4 столбика. С 4 накидами выпуклые. Первый. Далее 4 накида. Второй. 1, 2, 3, 4 и 2. 1, 2, 3, 4. Третий.
Раз, два, три, четыре. И четвертый. Раз, два, три, четыре и 2 вместе. Далее очень внимательно. Смотрите, что я делаю. 2 воздушные. И теперь я буду выполнять столбик с 4 накидами, 4 накида, но не над этими столбиками, а под. То есть как бы эти столбики у меня остаются перед работой, а выполнять мы будем за работой, за нашими столбиками готовыми. Нам нужны вот эти 4 столбика, которые мы с вами пропустили. Берите поудобнее. Мы потом с вами все поправим. Вот я вот таким образом беру. Вот мой первый столбик. Прямо вот видите, я обхватываю. Все очень просто, он хорошо виден. Вот они все 4. И я провязываю. Раз, два, три, 4. И 2 вместе. Раз, два, три, 4. Вот я остановлюсь. Видите, да? Столбик уже готов один. Захватываем и провязываем. Раз, два, три, 4. И провязываем. Опять 4 накида. И провязываем. Раз, два, три, 4. И еще раз 4 над следующим столбиком. Вот его хорошо видно. Раз, два, три, 4. И 2 вместе. Я остановлюсь, покажу, что у меня получилось. Очень красивое плетение, видите, объемное. Здесь нужно быть просто внимательным, очень несложно. И я продолжаю. Далее у меня, смотрите, идут 2 вогнутых столбика над моими столбиками. Накид, и здесь все очень просто. Первый столбик и второй. И далее я выполняю точно такое же плетение. Переплетение моих столбиков, только уже над вот этими столбиками. Над этой группой столбиков. Раз, два, три, 4. Я пропускаю 6 вершинок. И вот мои вершинки. Вяжем. Раз, два, три, 4. И 2 вместе. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. И 2 вместе. Раз, два, три, 4. Я здесь немножко побыстрее буду. Мы все это провязывали. Здесь ничего нового нету. И еще один столбик с 4 накидами. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. И 2 вместе. 2 воздушные. Обязательно не забывайте про них. Вы видите, здесь сделали, обязательно здесь сделаем. И теперь возвращаемся к нашим столбикам. 4 накида. И я ввожу крючок под, точнее за моими столбиками. И вот первый столбик выполняю. Раз, два, три, 4. 2 вместе. Дальше. Раз, два, три, 4. И опять следующий столбик. Раз, два, три, 4 и 2 вместе. Продолжаем. Раз, два, три, 4. Нам остается выполнить с вами. Раз, два, три,
4, 2 вместе, еще один столбик, 1, 2, 3, 4 накида, 1, 2, 3, 4 и 2 вместе. И я начну выполнение резинки и остановлюсь, посмотрим, что у нас получилось. 1, 2, 1, 2. Останавливаемся. И вот такая красота. Мы поправляем, у нас получается. Напоминаю, мы с вами выполняем 3-й ряд раппорта в высоту. Очень красиво, объемно и несложно. Далее вы опять же выполняете резиночку, выполняете еще одно плетение, резиночку с противоположной стороны. И завершим ряд вместе с вами. Мы завершаем выполнение нашего ряда. Я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку и выполняю соединительную. Напоминаю, мы завершили выполнение 3-го ряда раппорта в высоту, и нам остается выполнить последний 4-й ряд. Здесь все очень просто. Начинаем выполнение, как и ранее. Столбик без накида вогнутый, 2 воздушные. Далее я выполняю выпуклый, вогнутый, и по узору выполняю 4 выпуклых столбика с накидом. Буду вязать немножечко быстрее, здесь все очень просто. Видите, да? Далее 2 вогнутых. И над нашим плетением, как и ранее, помните, мы выполняли 1, 2, 3, 4. Над 2 воздушными 2 столбика с накидом. 1, 2. Далее выпуклые столбики. 1, 2, 3 и 4. Далее видно, да, вот прям по узору у нас с вами идут вогнутых 2 столбика. 1, 2. И далее опять то же самое, то есть выпуклые столбики, да? 1, 2, 3, 4. Далее 1, 2. Далее опять 4. 1, 2, 3 и 4. Все очень просто. Вяжем наши столбики. И теперь смотрите, дальше у нас с вами идет резиночка. Опять же по узору изнаночные лицевые столбики или выпуклые вогнутые мы просто чередуем. Завершу ряд я вместе с вами. Не забываем, мы провязываем резиночку, точно такое же плетение и резиночку после плетения. И завершу ряд, как я уже сказала, вместе с вами.
Я завершаю выполнение нашего кругового ряда, ввожу крючок во вторую воздушную петелечку, выполняю соединительную. И смотрите, раппорт высоту, я повторюсь, готов. Раппорт высоту у нас с вами 4 ряда. И теперь мы начнем выполнять с нашего вот этого плетения. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно на необходимую вам высоту. Начинаем мы, как обычно, рельефные столбики наши. И останавливаемся. 4 накида на крючок. Пропускаем 6 вершинок. И вот хорошо видно, вот 4 столбика, над которыми нам надо выполнить столбики с 4 накидами. И начинаем выполнение. 1, 2, 3, 4, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 и 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 и 2. 2 воздушные, 4 накида и возвращаюсь к нашим 4 столбикам. Да, вот я над первым провяжу, все точно так же мы уже с вами провязали, и вы будете далее выполнять самостоятельно. Все, выполняем 4 столбика, да, и выполняем высоту столько, сколько нам с вами нужно. Мы с вами выполнили нашу повязочку на необходимую нам высоту. Хочу 2 слова только сказать. Я рекомендую остановиться именно на плетениях. Не на ряде, там где у нас с вами просто, да, столбики с накидом идут рельефные, а именно вот когда плетения идут. Неважно, с этой стороны или вот эти плетения. И мы с вами теперь будем выполнять наш ряд с сокращениями. Вот смотрите, мы здесь добавляли петелечки, а точно так же, то есть как бы симметрично будем сокращать, чтобы смотрелась наша повязка красиво и аккуратно. И давайте, вот видите, одно плетение, наша резинка, которую мы выполняли, второе плетение и резинка, и завершение нашего ряда. Вы можете выполнить всего лишь одно плетение. Все зависит от вас. Я, как всегда, призываю к творчеству. А мы продолжим. Резиночку мы с вами вяжем как обычно. Здесь ничего не меняется. Вогнутый столбик без накида. 2 воздушные петли и рельефные наши столбики. 1 и 2. Давайте еще раз повторим. Выполнили. Далее мы выполняем, как и договорились, наши сокращения. Смотрите, накид. Я ввожу крючок и выполняю незавершенный столбик с накидом, выпуклый первый и второй. И общая вершинка. Накид, выполняю столбик первый незавершенный и второй, и общая вершинка. Далее просто 2 столбика с накидом. 1 над арочкой, как мы и выполняли ранее. 2. Далее вновь накид. Первый незавершенный и второй. Общая вершинка. Накид. Первый и второй. Общая вершинка. Далее 2 вогнутых. Здесь ничего не меняется. 1.
2. Далее над следующим плетением точно так же первый незавершенный столбик выпуклый, да, и второй или лицевой. Общая вершинка. То же самое дальше. Раз, два. Общая вершинка. Над арочкой 2 столбика. Раз, два. И далее опять же сокращение. Раз, два. Общая вершинка. Раз, два. Общая вершинка. И дальше у нас с вами все по узорчику. Раз, два, то есть 2 изнаночных столбика. И тут тоже сокращение. Раз, два. Общая вершинка. И еще раз. Раз, два. И общая вершинка. Дальше я начну выполнять резиночку. То есть здесь ничего сложного. И вот смотрите, мы выполнили наш ряд. Мы с вами выполнили наши сокращения. Дальше мы продолжаем выполнять нашу резиночку. И точно такие же сокращения сделаем над нашим вторым плетением. Завершу ряд я вместе с вами. И посмотрим, нам останется совсем чуть-чуть для того, чтобы завершить нашу красивую, шикарную повязочку на голову. Мы завершаем выполнение нашего ряда сокращений. Ввожу крючок во вторую воздушную петелечку. То есть здесь резиночка, да, у нас здесь все без изменений. И я выполню еще один ряд, как мы здесь с вами провязывали, просто рельефные столбики над нашими столбиками. Я покажу как. Что я делаю? Вогнутый столбик, то есть здесь все как обычно. 2 воздушные, выпуклый столбик и вогнутый. И далее смотрите, вот наши вершинки, да, то есть мы здесь провязываем один выпуклый и второй. Далее над нашими столбиками 2 вогнутых, раз и 2. Далее по рисунку 2 выпуклых, раз и 2. Далее у нас 2 вогнутых, раз и 2. Видите, да? Далее у нас опять идет, ну то есть мы все вот вяжем с вами по рисунку. 2 выпуклых, раз и 2. Далее 2 вогнутых, раз и 2. Давайте повторим, где-то у нас зацепился крючок. И далее опять выпуклые наши столбики, раз
2, далее 2 вогнутых, раз, 2 и 2 выпуклых, раз и 2. И дальше у нас с вами идет резиночка. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. И остановимся, посмотрим, что у нас получилось. Вот. Видите, уже хорошо видно, как завершается наше плетение. Вот как здесь, да, начиналось, и тут точно так же завершается. Так вы выполняете до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение нашего ряда. Я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку и выполняю соединительную. И давайте посмотрим. Видите, да, вот очень красиво получается, аккуратненько. И нам остается выполнить еще один ряд. Мы просто выполняем с вами по узору наши рельефные столбики. Что мы делаем? Резиночка, вогнутый столбик без накида, 2 воздушные. Далее выпуклый и вогнутый столбик. Здесь все очень просто, поэтому я немножко побыстрее буду вязать. И мы просто с вами над выпуклыми выполняем выпуклые столбики, над вогнутыми вогнутые. Все просто по рисунку. Ничего здесь сложного. Мы просто выполняем как бы для симметрии, чтобы внизу и вверху у нас красиво и аккуратно, одинаково смотрелась наша коса. Видите, да? То есть я даже не считаю, а просто, если это вогнутые столбики, я выполняю вогнутые. Если это выпуклые, я выполняю выпуклые. И давайте я довяжу над нашим плетением, дойду до резиночки, дальше вы выполните самостоятельно. Видите, да? То есть мы просто выполняем рельефные столбики над нашими уже готовыми столбиками, над готовым нашим узором. И я подхожу к завершению. Я имею в виду над нашим плетением, да? И вот смотрите, уже у меня резиночка идет. Я выполняю вогнутый и выпуклый столбик. И опять вогнутый и выпуклый. И так далее. Вот такая красота у нас получается. Вот я покажу. Видите? Все, завершите вы самостоятельно. Завершаем мы ряд традиционно, то есть я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, ниточку обрезаем и убираем на изнаночную сторону вдоль полотна. И посмотрим, что у нас получилось. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать потрясающее плетение, узнали, как выполнить эластичный набор, как совместить это плетение с резиночкой. Вы можете выполнить повязку, можно выполнить джемпер, можно буквально любое изделие выполнить круговыми рядами, да, вот такую красоту. Хочу два слова сказать. У меня на канале я 150 раз в течение урока повторяла раппорт, совмещение, раппорт в высоту, в ширину. Я повторяться не буду. Единственное, что я хочу сказать, что я даю ссылочку. На канале на английском языке у меня есть шапочка. И я сейчас два слова просто скажу. Смотрите, если вы хотите сделать шапочку, здесь все просто. Вы не выполняете ряд с сокращениями, а просто выполняйте полотно на необходимую вам высоту. И далее начинаете сокращение по мастер-классу в шапочке. Там все просто, шаг за шагом я все показываю. Узор вы выполняете
все без изменений. И именно вот этот ряд с сокращениями вы выполняете вот здесь, в самом конце. Вы выполняете этот ряд и потом соединяете. Или сшиваете, или соединяете крючком, как у меня. Все очень просто. У вас получится великолепная шапочка. Смотрится интересно. Можно носить ее таким образом, да, можно ее носить вот таким образом. Я все это показываю в мастер-классе. То есть все зависит от вас, от вашего желания. И повязку вы можете носить точно так же. Можно носить таким образом, да, можно носить именно на ушках. Наши плетения красивые. Все зависит от вас. Можно плетение одно сделать. Спасибо, что смотрели мой мастер-класс. Ставьте лайки, пишите комменты. До новых встреч, творческих вам успехов. И не перестаю подчеркивать, что вязание — это процесс творческий. Экспериментируйте.